10 детей с церебральным параличом 13 недель были на диете с добавлением смузи. Первый вариант смузи был это амарант, бобы, авокадо, банан, белок яиц, корица и миндальное молоко. Такой смузи давали 3 раза в день. Второй вариант смузи был сельдерей, апельсин, ананас, плод опунции, редька, имбирь. Это давали по утрам. И вместе к первому смузи добавляли первые 10 дней, это 4,9 грамма спирулины, 100 мг витамина С, 5 мг фолиевой кислоты, 10 мг глютамина. В следующий смузи на протяжении всего периода добавляли 1 грамм омега-3 кислот. Потом в третий вариант смузи также добавляли 4,9 грамма спирулины, 100 мг витамина С, 5 мг фолиевой кислоты, 5,2 грамма растительного протеина, 125 мг никотиновой кислоты, 50 мг цинка, 100 мкг селена, 800 единиц витамина D3. Так, это было с 11 дня и до конца 6-й недели. Такое добавление было. Потом с 3-го дня по 8-й день добавляли в смузи 1 грамм аргинина. Потом с 7-й недели в течение 10 дней добавляли в смузи 10 мг глютамина, 4,9 грамма спирулины, 100 мг витамина С, 5 мг фолата, 5,2 грамма растительного протеина, 125 мг никотиновой кислоты, 50 мг цинка, 100 мкг селена и 800 единиц витамина D3. И эта группа, в которую добавляли все эти такие добавки, они продемонстрировали значительные улучшения в положении стоя и при ходьбе. 5 из этих детей смогли ходить, в то время как в группах плацебо вообще ничего не произошло. И еще добавляли пробиотики, препарат энтерол, который спирулина. Ну вот здесь также добавление спирулины. Вообще инфекция во время беременности связана с увеличением частоты церебрального паралича и неврологических повреждений у недоношенных детей. Здесь крысятам вводили токсин, который повреждал мозг, и их матерям давали спирулину. И у крысят это снижало воспаление, снижало окислительный стресс. Ну и также спирулина, она защищает от нейровоспаления. Магний. Магний снижает риск церебрального паралича у недоношенных детей во время беременности. И поэтому, конечно, магний необходимо принимать. Еще учитывайте тот факт, что магний по крови не определяется. То есть поэтому все-таки и беременным, и детям с такими проблемами необходим магний. К тому же магний, он необходим для мышц. И магний берите в форме, конечно же, хелатной. Он лучше усваивается и не будет никаких побочных таких проблем. Дефицит витаминов у детей с ДЦП. Вот здесь, например, посмотрели, какие были результаты у 41 ребенка. Например, дефицит группы В был у 37 детей, дефицит витамина А был у 31 ребенка, низкий витамин D был у 27 детей и очень низкий витамин D был у 9. Анемия тяжелая была у 5 и умеренная анемия была у 26. Витамины В1 и В12 улучшали двигательную функцию, память, уменьшало повреждение нейронов у крыс с ДЦП. И это может стать терапевтической стратегией при лечении ДЦП, учитывая то, что у детей с ДЦП эти витамины тоже понижены. – 40 детей до 5 лет с ДЦП.
Сначала им сканировали мозг на КТ, ну и начали давать омега-3 кислоты и витамин В12. Длилось это все от 6 месяцев до 1 года. И уже в начале начались улучшения общего состояния. Улучшились результаты на КТ. У 80% с речевой задержкой имелись улучшения. У 77% улучшилась гипертония. У 87% с задержкой ходьбы улучшились клинические результаты. Аминокислота лейцин. У подростков и у взрослых с церебральным параличом в течение 10 недель 192 мг на килограмм веса. У них наблюдалось увеличение силы на 25,4%, увеличение мышечного объема на 3,6% и также снижался реактивный белок на 59,1%. Это тот, который показывает воспаление в организме. И у всех у них улучшилось общее состояние. Аминокислота триптофан. У крыс она снижала жевательные нарушения при церебральном параличе. При ДЦП пониженные следующие аминокислоты: орнитин, лизин, гистидин, таурин, тианин, серин, аспарагин, глицин, аланин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, тирозин, фенилаланин. Это значит, что БЦА могут тоже помочь. Уровни микроэлементов у детей с ДЦП. У них уровни железа, меди и магния ниже. И это еще магний проверяли по крови. То есть это значит, что очень сильный дефицит магния. Вот здесь вот тоже проверяли, у кого что понижено. И даже у тех детей, которые принимали витамины, у них тоже были понижены эти же вещества. Железо, фолиевая кислота, ниацин, кальций, витамины Е, Д, В6, цинк и селен. Поэтому посмотрите видео у меня, как выбирать витамины. И, конечно же, тут все-таки при таком состоянии необходимо все-таки много именно качественных витаминов. Конечно же, Е-витамин, он помогает, когда различные проблемы с мышцами. Его обязательно надо добавлять.